Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. Сегодня говорим про Cannaboys, а именно считаем денежки, то, что вы любите, сколько же моя ферма будет приносить мне в день, сколько я вложил и сколько я заработаю в месяц, через месяц или через срок жизни этих кустиков. Обо всем поговорим. Итак, вы видите перед собой сейчас 3 кустика на одном экране, и на втором экране у нас еще 2 кустика. Будем считать, в принципе, наверное, один из очень распространенных вариантов. Как видите, я очень невезучий. У меня всего лишь одна семечка средней редкости, это ЛСД. Все остальное это у меня блубери. Один кустик я разобрал, у меня выпало из блубери ЛСД, а второй кустик я разобрал, и у меня из блубери выпало блубери. То есть, ну, реально, то есть у меня из 5 кустов было, получается, 7 попыток. Ну, и у меня получилась всего лишь одна такая средней редкости, остальное все примитивное. То есть, это не супер прибыльный вариант, я буду вам показывать, но забегая наперед, скажу вам, что эти кустики, ребята, приносят мне $25 в день, либо же $725 в месяц. Ну а теперь давайте разберемся, как я к этому пришел и сколько куда потратил. А сейчас, ребятки, давайте разберем вот этот первый кустик. Это, наверное, еще немножко старый интерфейс. Я записывал это пару дней назад. Это кустик Blueberry. Я его разбираю. Вот стоимость транзакции перед вами. Сейчас у меня на экране 3 кустика. Сейчас вот один исчез. Они сдвинулись все влево. И как видите, остался выросший кустик Blueberry и растущий еще фиолетовый это кустик именно вот тот LSD-шный, который сейчас у меня на первом месте. Давайте теперь проверим, сколько зернышек. У меня было до момента разбора 2 зернышка, 3 кустика высаженных и было 2 зернышка. Сейчас вы видите 3 зернышка. Это значит, что из моего кустика выпало одно зернышко. Это то, что я вам говорил. Я их всех посадил. И все они у меня, ребята, получились тоже простецкими самыми Blueberry. Ну что, ребятки, пошли расширять нашу ферму. 2 зерна просто так простаивают. Этого нельзя допускать. Но перед этим нам нужно все-таки сделать апгрейд. А апгрейд нам нужны денежки. А у меня денежки есть только на внутриигровом. А нужно на кошелечек перевести. Видите, я нажимаю апгрейд и, ну, короче, ничего не работает. Потому мы заходим вот сюда, в раздел Wallet. Нажимаем Claim. 2 миллиончика за 2 дня, там, или сколько мне накапало. Соглашаемся. Они сейчас должны, по идее, появиться вот здесь. Делаю это первый раз. Транзакция прошла. Да, денежки появились. Возвращаемся в ферму. Заходим в ферму. Нажимаем апгрейд. Нажимаем апгрейд. Подтверждаем. 18 центов стоит транзакция. Все неплохо. Как раз нам добавится 2 места. И получается через 3 дня я смогу проапгрейдиться дальше. Или вот что-то об этом говорит вот этот таймер. Он показывает как раз наш уровень. Но вот горшки вроде появились. Мне нужно купить миллион. У меня insufficient funds. А ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Собрать я пока что не могу. Вот неудобно получилось-то. Короче, мне не хватает 633 тысячи. Давайте мы это сделаем за BNB. 633. Раз, два, три. Connect Wallet. MetaMask. Вот так вот. Давайте прикупимся. Не хочу просто ждать, время простаивает. На 7 баксов, да, покупаем, получается. Да, на 7 баксов. Транзакция прошла, возвращаемся в игру. Сейчас ждем появления баланса. В общем, все, появилось у меня уже 1,5 миллиона токенов. Возвращаемся в нашу ферму. Давайте прикупим горшочек. Да, транзакция прошла. Покупаем. Отлично, заходим в нашу ферму. Крутим в сторону, нажимаем плюсик. И надеюсь, у меня будет хорошая семечка. Давайте сначала вспомним, что у меня было. Я посадил 3 семечки. Первый раз мне выпало 3 Blueberry. Один куст я разобрал, выпала 1 семечка. То есть шанс 55% на выпадение одной семечки. И эта семечка оказалась у меня LSD-шной. Ну, надеюсь, мне тоже выпадет что-то поинтереснее. То я все-таки вероятности можно бы уже и повеселей. Из 4 попыток у меня выпала только 1 LSD-шка. Но нет, не фартануло, опять выпала Blueberry. Ну, значит, Blueberry я буду разбирать на запчасти. Так, давайте польем вот этот кустик. Он у нас уже хочет, чтобы его оросили. 6 центов операция стоит. До полива моего самого крутого кустика LSD-шного осталось чуть меньше 6 часов. А Blueberry еще 17 часов. Так, урожайчик собран, 1 300 000 есть на кошелечке. Идем в ферму, нужно таки посадить последний горшок. Это что же у меня тут простой, ребята, происходит?
Давайте его. Пришлось, короче, еще подождать, потому что горшочек стоит у нас там сколько, 1,5 миллиона, у меня 1,3 миллиона. Вот подождал, пока созреет кустик. Мы сейчас вот собираем урожай. У меня было 1,3 миллиона. Сейчас увидим, сколько денежек. Это собираем мы с обычного кустика Blueberry, но у которого есть и удобрение, и лампа, и фертилайзер. Сейчас вы сами убедитесь, сколько приносит кустик со всеми удобрениями. Самый простецкий кустик. Возвращаемся в кошелек. И видим, что 1,3 миллиона. И стало, ребята, 1,317 000. Это значит, что кустик принес 450 тысяч CNB токенов. Сейчас мы это все дело клеймим на наш кошелек. То, что циферка вверху, это денежки, которые идут нам в MetaMask. Вот стало 2 600 000. То есть я могу спокойно купить себе горшок. Почти на 2 хватает. Еще можно будет купить всяких бустеров. Вот покупаем горшочек. Горшочки, в общем-то, у нас появились. Нажимаем на зеленый плюсик и высаживаем семечку, которая у вас уже, естественно, должна быть. Ну, кто смотрел начало этого видео, тот понял, что мне сейчас выпадет снова Blueberry, короче. Не подфартило, ребята. Ну и как я говорил ранее, удобрение это наше все, очень дешево и очень выгодно. Покупаем, ребятки, фертилайзер. Это как бы нужно покупать всем. Сейчас мы перейдем к табличке, где я вам покажу влияние фертилайзера, там лампы и других веществ на сбор урожая и, соответственно, нашу прибыль. Потому как бы фертилайзером нужно точно пользоваться. Это мега выгодно. Так, ну а теперь, ребята, в общем, под каждым видео заходим, допустим, в видео Cannabis, крутим вниз, видим ссылочку на регистрацию и видим ссылочку в файл со всем полезным, нажимаем на него и попадаем на вот этот файл. Ну, может открыться первая вкладка со всеми реферальными ссылками, нам нужна вторая вкладка, там у нас Cannabis. И я табличку уже доделал, вот пример моей фермы. Моя ферма ведь имеет 5 семок, 5 горшков, 5 фертилайзеров, я считал сюда 5 ламп и 2 климат-контроля. Ну, то есть суммарно это все в районе $1000. Ну, у меня не все еще использовано, не суть важно. Сейчас немножко не об этом. Вот мои кустики LSD, Blueberry, 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 Blueberry. Вот их базовая доходность. Вот бустеры, которые есть. Есть фертилайзер, дает 15%. Это мы берем уже именно к урожаю, к тому, что мы собираем, вот к этой цифре. Лампа дает 20%, климат-контроль дает 25%. Вот суммарные проценты, которые есть у меня на кустике. На LSD у меня есть все, на первом кустике Blueberry у меня тоже есть все. На втором кустике Blueberry у меня есть только фертилайзер. На третьем я здесь для примера поставил 20%, чтобы мы поняли, в чем разница. Купить для Blueberry удобрение или лампу, что нам выгоднее. Сейчас мы это все дело посмотрим. Итак, вот эти вот суммарные проценты, которые у нас получились. Ну, естественно, фертилайзер дает 15 суммарно на этом кустике. На этом кустике Blueberry одна лампа дает 20. Последний кустик у нас вообще без ничего. Ну, в таблице. Я сейчас это на самом деле все буду там исправлять. Итого, смотрите, какая доходность у нас получается, когда мы перемножим вот эту нашу доходность в день на проценты, которые у нас есть бустеры. То есть мы по факту берем 490 тысяч, множим на 60%. Ну, на 1,6. Ну и получаем доходность 786 тысяч. Было 500, стало там 800. Ну, на 60% больше. И дальше по всем кустикам. Теперь это выражение в долларах, ребят. Вот здесь вот формула. Эту формулу я взял с официальной таблицы Cannabis. Внизу тоже таблица расчета с официального примера Cannabis я взял. Ну, эту таблицу уже я сам под себя модернизирую. Итак, вот такой вот курс. Это, в общем-то, правда. Если мы зайдем на ресурс PancakeSwap, мы видим, что у нас здесь 4 нуля и 11. 4 нуля 11 курс CNB. Ну и здесь у нас тянется 4 нуля 11, 0,9, там 0,5, но это уже как бы копейки, сами понимаете. И получается, что кустик LSD с бустером 60% приносит 8,73, Blueberry со всеми бустами приносит 4,98, а Blueberry голый кустик приносит 3. Ну и получается, разница между 4,98 и 3,11 тех же 60%, ребята. Казалось бы, может быть, в пределах дня это не так много, 4,98 или 3,11, но давайте теперь посмотрим. Доход за 30 дней. Это просто вот эту колоночку умножаем на 30. Кустик LSD дает $261, кустик Blueberry со всем удобрением дает $150, а без удобрений дает $93, ребята. Ну, то есть 50, больше $50 сверху.
Кустик с одним фертилайзером 107, кустик с одной лампой $112. Вот здесь вот вверху цена лампы и цена фертилайзера. Как видите, лампа стоит $31 и дает 20%. Фертилайзер стоит меньше $5 и дает 15%. То есть фертилайзер вообще must have, нужно устанавливать. Но даже лампа это тоже выгодное дело. Смотрите, ребята, что будет с доходом в долларах на весь срок жизни. То есть срок жизни, вот тут можно посмотреть, 70 это период жизни с учетом роста, и вот период жизни без учета роста. То есть LSD-шка 50 дней, Blueberry 70 дней. То есть весь срок жизни вот так вот считается. Мы берем вот это вот и умножаем на 50. Получается, кустик LSD мне принесет за 50 дней $436. Кустик Blueberry принесет со всеми удобрениями $348. Потом с лампой, с фертилайзером принесет $250. А с лампой принесет $261. И переходим, ребята, уже к самому интересному, к доходам и затратам. Так, ну доход за 30 дней, доход за срок службы, все понятно, да, тут за 50 дней, тут за 70 дней. Теперь переходим к затратам. Базовые затраты это купить горшок и семечку, на данный момент это $183. Курс CNB, ребята, вырос очень существенно, так что, как говорится, не зевайте, заходите побыстрее. Так, давайте тут выровняем, что-то не видно. 183 на данный момент. Был там, по-моему, 130 вход. Чем раньше, в общем-то, зайдете, тем больше заработаете еще на курсе. Минимальные затраты, как я сказал, 183. Это в нашем случае последний горшок. То есть на него я ничего не навешивал. Ну и здесь все, в общем-то, понятно. 183, 3,12 в день. Умножаем это на 70 дней. Одно отнимаем от другого, до дохода от затраты. Получаем чистыми 34,92. В общем-то, в этой таблице так и есть. Чистыми 34,92. Сразу стоит оговориться, что у семечки, как я говорил, кто смотрел первое видео, посмотрите, там я рассказывал уже про удобрения, про вероятности выпадения семечек и так далее. Вот это видео обязательно, ребята, к просмотру. Здесь 20 минут как бы рассказывал, что, где да как. У семечки, в общем-то, есть диапазон. Она может принести от 280 тысяч до 318 тысяч в случае с Blueberry. В случае с LSD-шкой либо 491, либо 533. Ну, в этом диапазоне цифра может быть разная. И всю доходность я считал, ребята, по минималке. А теперь смотрите, какая разница может быть, если вам будут вести, и вам будет чаще выпадать более высокая урожайность. Ежедневно это. Ежедневно имеется в виду. Вот эта цифра, смотрите, $34, это если вот по минималочке, то, что я считал, 280 тысяч в CNB. Вот эта цифра, она совпадает с официальной таблицей. Но если вам будет выпадать не 280, а часто 318, у вас доход будет с самой дешевой семечки без вложений, плюс еще $30. То есть будет 64. То есть разница очень большая. Ну а если даже взять среднее, то среднее будет где-то в районе здесь скольки там? Сумма средняя 49, то есть 50. Если здесь посчитать, ребята, 50, то это вообще шикарно. Доходность существенно будет плюса больше. То есть вы поняли, вот эти все цифры это минималка. А доходность может быть очень большая. Видите, это плюс $20, $30. Ну, плюс в среднем где-то 30. А вот здесь так вообще, смотрите, почти $50 в случае с более редкой семечкой. У меня вот эта вот семечка, да, LSD-шка. Давайте прокрутим, да, LSD-шка вот здесь. И получается у меня здесь разница может быть $22. Ну, то есть $20-30 может быть в плюсе. Это по среднему, не по максималке, да. Учитывайте этот момент. Итак, в случае с LSD-шкой, если мы все применили, все, что можно, купили, мы из затрат получили $291, и получается чистыми мы получаем $146 прибыли. Чистыми, это уже с окупаемостью. Но эти чистые не просто так, потому что у нас лампа и климат-контроль остался. То есть удобрение у нас одноразовое, а лампа и климат-контроль у нас остался. То есть еще как бы $100 у нас осталось. То есть реально $260 как бы свободными. Идем дальше. Blueberry, на которой установлено все, нам затраты будут такие же самые, как и на LSD, потому что семечки стоят одинаково. Чистыми прибыль будет 58. Ну, здесь можно сразу же заметить, что на самую дешевую семечку, допустим, ставить климат-контроль, ну, смысла нет, скорее всего. Потому что семечка, у которой только удобрение, она приносит $63. То есть лампа и климат-контроль в случае с одной семечкой смысла не имеет. Ну, самой дешевой. Если у вас семечка подороже, то, естественно, там будет прибыль больше. Потому что это проценты. В
стоимость ламп и постоянная, то есть это $70, а если ваша семечка приносит там не 10, не $3, а 8, то есть, понимаете, разница более чем в 2 раза, то это все дело будет окупаться в большой плюс. Чем более редкая семечка, тем больше у вас необходимость использовать все возможные улучшатели. Теперь переходим к второму сравнению. Смотрите, что выгоднее, допустим, взять семечку Blueberry, самую дешевую, и применить к ней удобрение. Ну, сразу говорю, удобрение по любасу надо применять, потому что оно еще ускоряет на там 2 дня выращивания, там, на 30%. Но оно дает 15% к бусту урожая. И есть лампа, которая дает 20% к бусту урожая. Но удобрение стоит меньше $5, а лампа стоит $300, в 6 раз дороже. Да, имеет ли смысл? Ну, на первый взгляд, смысла нет, потому что лампа с удобрением дает $63, семечка с удобрением дает $63, а семечка с лампой дает $46, то есть, ну, намного меньше, потому что удобрение, да, там на $25 дороже. Если учесть тот момент, что удобрение то у нас исчезнет, а лампа у нас останется, и когда мы посадим следующую семечку, нам не нужно будет покупать лампу. И уже на следующий цикл, я думаю, она окупится. Но это мы посчитаем в следующем видео. То есть это учитывайте этот момент. А если ваша следующая семечка, допустим, вы купили лампу за $30, и в случае там с Blueberry это, да, ну такой момент, кому надо, кому не надо, то если у вас семечка будет не Blueberry, а, допустим, LSD, то вам однозначно надо покупать уже будет лампу. А так она у вас уже куплена, она остается. Ну и семечка без удобрений, как вы видите, приносит 34. На $12 меньше, чем семечка с лампой. То есть, ну тоже плюс есть, и с учетом того, что у вас лампа останется. То есть, если посчитать этот период продлить на несколько циклов, то лампа тоже будет иметь смысл. Ну а климат-контроль нужно применять уже к более дорогим семечкам, на мой взгляд. Удобрение для всех, лампа для тех, кто собирается выращивать не одну семечку, а после того, как у вас умрет Blueberry, вы собираетесь покупать и выращивать следующую семечку, то вам нужна и лампа. Вот такое вот, ребята, у меня мнение. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал и на Telegram, ссылка будет в описании, чтобы не пропускать новые видео, новую информацию, потому что следующие расчеты у нас уже не за горами, я буду дальше считать и копаться и с вами делиться полезной информацией. А на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, не забывайте про этот файл и до скорых встреч!